Калининград. Сейчас начнется праздник. Праздник первого трудового дня. Выпускники Калининградского торгового училища готовятся впервые встать за прилавки универсама «Московский». Но это еще и праздник самого универсама, его первый трудовой день. Тысяч квадратных метров общая площадь универсама «Московский». 8 тысяч квадратных метров нового общественного пространства в центре Калининграда. Именно здесь, на Московском проспекте 83 с 80-х годов, располагается чудо советской архитектуры универсам, в котором каждый мог купить себе продуктов, продовольственных товаров или же отметить какое-либо круглое событие в ресторане, который находился внутри этого универсама. Именно здесь, там где сейчас стою я, также проходили съемки телесериала «Желтый глаз тигра», в котором по сюжету универсам был показан спустя несколько лет после его открытия. Мы так до утра будем стоять. Задача моего учебного проекта – оживить и переоборудовать территорию так, чтобы создать здесь новую точку притяжения как для туристов, так и для жителей города. Давайте обратим внимание на само здание. Оно выполнено в стиле советского модернизма. Как мы можем видеть, здесь отсутствуют какие-либо крупные световые порталы, то есть небольшие окна, и мы можем догадаться, что естественный свет туда проникает очень плохо, тем более даже отсюда видно, как они заставлены какими-то материалами изнутри, поэтому света там очень мало, и было бы неплохо сделать здесь как раз открытые окна, чтобы было видно витрины, чтобы люди могли проходить и любоваться всем тем, что происходит в торговом центре. Сверху мы видим профлисты, которые, вероятнее всего, служат для размещения на них знаков, рекламы. Как мы можем видеть, здесь есть гарнитуры, мебель. Вот. Но самым интересным в этом здании является не сколько бетон, сколько его вывеска. Давайте же обратим внимание на вывеску. Здесь уже есть некая топографическая диаграфия Советского Союза, и мне бы хотелось очень ее сохранить на этой территории. Однако с сохранением исторической части всегда могут возникать определенные трудности. На словах это очень легко, но на деле это обычно трудно. И поэтому я предлагаю создать здесь новое название, новый бренд, новую идентику этого места и вместе с ним уже отдавать на народное голосование. То есть, чтобы население Калининграда решало, какое название лучше. Универсам «Московский» или же торговый центр «Бумеранг». Я же вижу сохранение истории этого места при любом раскладе. Если же мы берем новое название, то мы обязаны сохранить то, что здесь было ранее, но в другом формате. Буквы универсама можно вложить в пол торгового центра при реконструкции и залить их так, чтобы ими можно было любоваться, находясь внутри магазина, или же как надпись «Голливуд» разместить на ограждении и заставить светиться, чтобы в темное время надпись радовала глаз и напоминала о себе. Подобным, кстати, занимаются ребята в Петрозаводске. Они дают вторую жизнь старым советским вывескам, превращая их в неоновые. Тут напротив универсама располагается парковка, где мне бы хотелось обустроить безопасную зеленую пешеходную зону, где люди могли бы прогуливаться рядом с новым торговым центром. Здесь же хотелось бы сделать парклеты, где люди могли бы отдыхать, сидеть на лавочках и любоваться прекрасными видами. Отсюда открывается отличный вид на кафедральный собор, синагогу, памятник морякам-балтийцам, мурал, посвященный чемпионату мира по футболу, и Дом Советов, который, кстати, планируют вот-вот снести.
Сейчас мы находимся на крыше, то есть, ну, почти на крыше, за универсамом Московский, где мы можем с вами наблюдать такие незамысловатые граффити. Однако это не совсем крыша, так как крыша самого универсама находится за этой стеной, зарисованной стеной, и там, по моим планам, хотелось бы видеть зеленые насаждения, какие-либо площадки из дерева, чтобы люди, живущие в соседнем доме, могли наблюдать на зелененную красоту, а не на вот этот вот бардак из труб. Да, трубы можно оставить, но их можно переделать в более приличный вид, довести до ума и озеленить зону на крыше. Можно озеленить здесь, за стеной, и желательно бы убрать эту стену и оградить эту зону исключительно для работников или для тех, кто проходил бы на территорию вот этого вот пристроя. За самим универсамом есть двухэтажный пристрой, в котором располагается, как мы можем видеть, компьютерный сервис-центр, стоматология, срочный ремонт обуви. Но все пришло в упадок, за этим особо никто не следит, здесь все в непонятных тегах и граффити. И хотелось бы как-то облагородить и отреставрировать эту территорию так, чтобы она радовала глаз посетителей. Здесь можно было бы расположить офисы, какие-нибудь коворкинг центры и так далее. Напротив, точнее перед этим пристроем можно сделать небольшую сцену, на которой могли бы выступать артисты, какие-либо ведущие на определенных фестивалях, которые будет проводить этот торговый центр. Здесь хорошо бы вписался новый магазин, а чуть дальше было бы отлично видеть кафе с уличными столиками, которые в летний период бы могли принимать посетителей и непосредственно радовать глаз. А теперь мы отправимся за комп, чтобы воплотить наши мечты в реальность. Сомнительную реальность, но посмотрим, что у меня получится. Так, у меня, кажется, был план, и я пытался его придерживаться. Правда. Но для начала я бы хотел поговорить с экспертами в этом деле. Я написал Владу, которого смотрю на ютубе довольно давно. Планировал узнать его мнение о проекте, получить советы и помощь с эскизами будущей визуализации универсама. Однако у нас как-то не сложилось, так как он был занят своими проектами. Другим вдохновляющим меня источником знаний и экспертности была Мария Туркина, которая согласилась уделить мне время и дать несколько советов по моему проекту. Она проявила глубокий интерес и была готова поделиться своими идеями и мнением. Вот, то есть вот такие сценарии можно использовать. Ну, тогда первое, что вы должны были сделать, это пойти в этот торговый центр и провести там день. Посмотреть, что это за люди, как они общаются, в какое время они приходят, приходят одни с семьями, с внуками, с детьми или нет. А что у них есть еще? Может, они уже сами в уголке, не знаю, пьют вкусный чай, который, значит, самостоятельно и приносят, или там хвастаются выпечкой. А если это, опять же, мероприятия, на которых эту выпечку можно показать всем, там, у кого лучшие пирожки, у кого самая большая тыква в Калининградской области. Ну, вы попросили пофантазировать, я пофантазировала. Нет, все отлично и все очень даже классно звучит. Со своим учебным и рабочим графиком я был частым посетителем универсама только в вечернее время. И за это время я понял несколько вещей. Основной контингент – люди зрелого и пожилого возраста. Молодежь на территории долго не задерживается и внутрь универсама почти не заходит. Продавцы при виде камеры бегут к охраннику, чтобы доложить о твоем присутствии. К открытому диалогу и интервью на камеру работники абсолютно не готовы. На территории много бутылок, из-под алкоголя, битого стекла и другого различного мусора. Часто здесь выгуливают лошадок. Я, честно, не знал, с кем поделиться этим, поэтому живите теперь с этой информацией. И вот вам еще фотография. Бам! Еще один момент, который хотел бы у вас узнать. Вот там есть такая запоминающаяся советская вывеска и советский логотип этого универсама. И мне бы хотелось как-то сохранить вот эту вот идентику и дизайн, и как-то внедрить или как-то усовершенствовать и внедрить это уже в новый формат торгового центра. Насколько эта идея стоит свеч и необходимо ли это? Или лучше создавать все с нуля?
тоже такой, знаете, какой-то риторический вопрос. На него нельзя сказать ни да, Мгм. ни нет. Ну, собственно, советская эстетика, у нее есть как поклонники, так и люди, которые, например, кардинально против этой эстетики. Да, среди молодежи есть какое-то количество дизайнеров, архитекторов, которые обожают модернизм, брутализм, значит, как раз советские вывески, и считают, что это прям фишка проекта. Безусловно, можно начинать и с нуля, да, на том же Василеостровском рынке от истории места не осталось ничего. Мы это не видим ни в павильонах, мы это не видим ни в дизайн-коде, но нам не мешает посещать это место, да, мы чувствуем себя там комфортно. Если прям вы также поклонник советского дизайна и действительно хотите этот элемент сохранить, он никак не влияет на способ пользования этим Мгм. объектом, тоже надо помнить, то могу вам подсказать, что вообще, например, в городе Петрозаводске, в Карелии, есть целая мастерская, которая на волонтерских началах помогает сохранять неоновые советские вывески по всей стране. Мгм. Они знают технологию их создания, и вот эта вот история с неоновыми трубками, каким-то образом они помогают, значит, заинтересованным людям все это восстановить. Можно их каким-то образом погуглить, найти там Мгм. Петрозаводск, мастерская, вот, и обратиться к ним, например, за технической поддержкой. Далее я принялся за разработку логотипа и макапов. Логотип должен был отталкиваться от названия, а название у моего ТЦ – «Бумеранг». Все почему? А потому что сверху здание напоминает именно бумеранг. Здесь я начал с нейросети Dream Studio и тут же наткнулся на такую проблему. Нейросеть в упор не понимала, чего я хочу, как бы я ни ставил запрос. Она то и дело вместо бумерангов выдавала мне какие-то самолеты, завихрения и автомобильный руль. Тут я вспомнил, что в одном из сообществ по нейросетям яро искали решение проблемы, где на запрос о разбитой вазе программа выдавала все, что угодно, только не саму разбитую вазу. Сейчас эта проблема не актуальна, конечно же, но, видимо, представить бумеранг пока так же сложно, как когда-то разбить вазу. Далее я принялся мучить другие сетки в надежде на результат, но все было тщетно. Я перепробовал Simplified, Stable Diffusion, который, кстати, во время создания изображений вырубал мне комп напрочь. И вот, благодаря нейронке DeepFloid, я достиг примерно того, чего я представлял. Спустя несколько часов я нашел золото и принялся клепать макапы. Ранее я занимался подобным в фотошопе, но сейчас решил сделать все на специальных сайтах. Благодаря Playseed и Photoroom я потратил на это не более часа, но зато какие результаты у меня получились, вы только посмотрите. Так, осталось дело за малым. Создать и представить сам торговый центр. Я предполагал, что буду делать все в Sims 4, но интерес привел меня к профессиональной программе SketchUp. А точнее, меня привел чат GPT, у которого я спросил про программу для создания макета. На первых порах я не прибегал к видеоурокам и пробовал самостоятельно разобраться, и часто упирался в какие-то ограничения, трудности, которые решались костылями или расширениями. Мы люди простые, и расширения нам не нужны, поэтому на постройку одной лестницы я потратил 2,5 часа. Это казалось настолько мучительно, что я думал бросить SketchUp и прийти к тому, что манило меня с самого начала. Однако со временем я стал входить во вкус, и вот я уже подбираю текстуры для газонов, стен и выдавливаю окна, а через мгновение я уже расставляю уличную мебель и исправляю маленькие недочеты. Вуаля! Можем видеть, что у меня что-то да получилось. Это все, конечно, хорошо, но в Sims 4 это смотрелось бы в 100 раз лучше, скажете вы. И я был бы с вами согласен, пока не открыл для себя Twinmotion, который на самом деле очень много изменил.